Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вышли на финишную прямую. Сегодня заключительная 4-я часть нашего мини-курса по вязанию мухоморчика. Прежде чем мы приступим к декору, посмотрите, какой сюрприз я для вас подготовила. Специально для этого урока я связала еще один гриб по той же самой схеме, но использовала более толстую пряжу Yarnart Baby. Видите разницу в размере? Это отличный пример того, что по моей схеме вы можете создать как крошечный брелок, так и полноценную интерьерную игрушку, просто сменив ниточки и крючок. Сегодня нас ждет самая ювелирная и творческая работа. Я покажу, как сделать правильные закрепки на шляпке, чтобы она сохраняла свою идеальную форму, и поделюсь секретами вышивки, которые сделают ваш мухомор по-настоящему реалистичным. Готовы добавить финальные штрихи? Тогда приступаем. Сейчас мы сделаем закрепки на шляпке, для того, чтобы она не выворачивалась. Перед этим хорошо распределяем холофайбер. Вот так. Чтобы в большей степени он оказался вот здесь, по краям. Теперь белой ниточкой делаем 3 закрепки. Причем закрепки я буду делать у основания ножки. Прячем узелок между столбиками и выводим с этой стороны. Эти закрепки мы потом спрячем под пятнышками. Вот вывожу иголочку здесь. Теперь вывожу вот сюда. Это вторая закрепка. И третью закрепку сделаю вот здесь. Вот таким образом. Вот так получилось. Сильно я не затягиваю, но за счет этих закрепок шляпка выворачиваться не будет. Теперь, не отрезая ниточки, продолжаем делать вышивку пятнышек. Сейчас я покажу простой способ. Вывела ниточку. Сейчас покажу на примере большого пятнышка, чтобы было видно. Делаю один стежок здесь на 1, 2, 3, на 3 столбика. Вот он. Но иголочку вывожу вот сюда. Делаю вот такой крестик, но вот эту ниточку немного смещаю в сторону. И теперь вывожу иголку вот здесь, рядом. Вот, это нужно для того, чтобы был вот этот 5-й хвостик. Как бы 1, 2, 3, вот будет 4 и 5.
Ниточку вывожу в центре. Сейчас будет понятно, для чего так. Вы можете делать, если маленькие пятнышки, на 3 вот таких хвостика. Или если совсем большие пятнышки на большом мухоморе, например, вы можете сделать из 7 вот таких хвостиков. Я покажу на примере 5. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы будем по кругу проводить ниточку и через один здесь над хвостиком, вот этим над стежком, здесь под стежком. Вот, например, нить. Вот она и будет идти над стежком. Здесь под ним. Вытягиваем. То есть вот здесь пропускаем, следующий вот под ним. Снова следующий пропускаем. Вот здесь была ниточка над стежком, теперь она будет под ним. И вот таким образом продеваем ниточку, пока полностью образуется круг. Сильно не затягиваем. Вот так. Так, этот пропускаем. Вот здесь. Если у вас один вот этот хвостик получится чуть-чуть длиннее, ничего страшного. Можно, если что, вот так вернуться и закрепить. Сразу переходим в другое место и выводим ниточку. Вот такое пятнышко получается. Покажу еще раз. Вот один стежок. Выводим сюда. Второй немного смещаю. И вот сюда. Добавляем. И вывожу в центре. Вот всего 5. И начинаю по кругу вышивать через один. Вышивка делается достаточно просто и быстро. Кроме того, пятнышки получаются рельефные. Вы можете делать, как вам нравится больше. Можно по-другому сделать вышивку. Вот я делюсь с вами своим вариантом. Вот тут делаем закрепочку. Когда большие пятнышки, чтобы не выворачивались, вот так закрепляем.
и вывожу здесь. Здесь уже я сделаю пятнышко поменьше в этом месте. Итак, продолжаем вышивать столько, сколько вам хочется, как вы видите, как нравится. Я вот делала два варианта. Здесь сделала пятнышек не очень много, а здесь сделала побольше. И вот этот вариант мне нравится больше. Поэтому сюда я пятнышек добавлю. Итак, надеюсь, принцип понятен вышивки. После того, как вышьем вот такие пятнышки, встретимся, и я покажу, как украшала грибок дальше. Итак, вот я сделала вышивку 8 пятнышек. Одним пятнышком я уже закрыла вот эту закрепку. В этом варианте я тоже делала 8 пятнышек, но они были поменьше. Вот так выглядит. И теперь можно добавить элементы полосочки, вот такие, по 3, по 4 стежочки небольшие. Также я добавлю горизонтальные стежки, вот такие большие. И еще маленькие рельефные сделаю, вот такие. Сейчас покажу. Вот эти делаем маленькими. 1. Просто немного передвигаемся вперед. И 3. Готово. Вводим вот сюда. И выведем вот здесь, к примеру. То есть смотрите, творческий процесс, как вам больше нравится. Вот сделаем один большой стежок. Вот здесь. Это была закрепка. Здесь я сделаю рельефный небольшой. Это просто впритык друг к другу 2-3 стежка. Вот так. То есть здесь мы делали через расстояние, а здесь впритык. И получается вот совсем такое крохотное пятнышко. И вот эти элементы располагаем по всему грибочку, по всей шляпке. Располагаем таким образом, чтобы вам нравилось. Я, чтобы видео не затягивать, покажу уже в готовом виде. Буду использовать как дополнение вот эти 3 элемента. Готово. Вот так получается. Да, когда я заканчиваю, например, ниточка заканчивается, я вывожу вот сюда, на эту сторону. И здесь делаю закрепку. Вот так. И прячу внутрь. Остаток отрезаю. И вот покажу для сравнения. Выбирайте, как вам больше нравится. Минимализм или максимализм. Ну вот и все. Наш лесной красавец полностью готов. Посмотрите, как оживает игрушка благодаря правильным акцентам, вышивке и форме. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто вязал вместе со мной. Ваша поддержка, лайки и теплые комментарии – это то, что вдохновляет меня создавать новые курсы.
Пожалуйста, не забудьте поделиться фотографиями ваших готовых мухоморчиков в наших соцсетях. Мне безумно интересно посмотреть, какие грибочки получились у вас, особенно если вы экспериментировали с разной пряжей. Если вам понравился этот мини-курс, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые приключения с крючком. И помните, впереди нас ждет еще много интересного. До встречи в новых видео. Пока-пока!